Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Финляндии. Финский предприниматель Яри Сарасву заявил: общество глупеет. И ученые с ним согласны. IQ падает, дети теряют базовые навыки. Государство планирует новые сокращения и повышает платежи, потому что госдолг растет угрожающими темпами. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Большое оживление в соцсетях вызвало интервью предпринимателя и бывшего телеведущего Яри Сарасву. Он заявил, что в современном телевидении Финляндии и в обществе в целом наблюдается идиократия, отупление общества, что подтверждается также результатами исследований о снижении уровня IQ и трудностями у детей в навыках чтения, письма и математики. Давайте послушаем отрывок из беседы. Se on just näin, ja siis ihmisten älykkyysmäärähän on ihan tutkitustikin ensimmäisen kerran mittaushistorian aikana kääntynyt laskuun. Niin James Flynnin efekti ei enää toimi. Siis se on totta. Nykyisin jälkipolvet ovat tyhmempiä kuin vanhempansa. Ja näin ei ollut siis todennäköisesti satoihin vuosiin. Eli toden totta, jokainen sukupolvi, siis nuori polvi, oli noin 5 älykkyysosamääräpistettä korkeammalla tasolla kuin edeltävänsä, siis vanhempansa. Mutta nyt se on kääntynyt laskuun. Se on totta, ihmiset siis kirjaimellisesti, niillä kukkakalli ylikeittyy ja polla pehmenee. Mihinpä tämä johtaa? Donald Trump-tyyppisiin ilmiöihin. Aina vaan härskimmät ja tyhmemmät ihmiset voi päästä valtaan puhumalla paskaa ja eksyttämällä ihmisiä. Se johtaa siis siihen, että niin kuin Cornellin yliopistossa todistettiin, että väki alkaa olla niin helvetin tyhmää ja tietämätöntä, että ne ei enää pysty valitsemaan sellaista edustajaa itselleen johtajaksi, joka voisi edistää heille suotuisia asioita. Eli eivät enää tunnista, että mikä politiikka vaikka olisi meidän väestöryhmälle tai minulle ja mun äänestäjäkavereille hyväksi, vaan tapahtuu näitä ihan käsittämättömiä brexittejä ja Trumpin uudelleenvalintoja ja se johtaa siis katastrofiin, mikä on nyt jo käynnissä. Nythän 3. maailmansota on käynnissä, se on vaan tässä vaiheessa vielä toistaiseksi. Jos me eletään keskellä idiootteja, niin miten se näkyy Suomessa? Näkyykö se jo meillä jotenkin? Totta kai. Suomessa se näkyy lasten monenlaisena ahdinkona. Lapset ei hallitse enää pitkiä tekstejä. Niin kuin merkitykset on vaikeita. Ja sitten kirjoittaminen, se on siis kaameita katsoa. Me ei enää puhuta yhdyssanavirheestä, vaan me puhumme paljon laajemmasta ongelmasta. Eli vaikutus on se, että meillä siedetään tämmöistä aina vaan heikkenevää siis oppimista, joka ei selity maahanmuuttajalapsilla. Mutta sitten tuottavuus on trendinomaisesti laahannut. Человек прямым текстом заявил: народ глупеет. Теперь родители умнее своих детей. Соцсети выразили полную поддержку предпринимателю. Ну, если посмотреть, кого люди выбрали во власть, можно прийти и к такому выводу. Это правда. Как минимум у 30% следовало бы полностью отобрать право голоса. Просто не хватает компетенции. Особенно наши же собственноручно выбранные, полные идиоты в принятии политических решений. Сейчас просто чертовски много глупых людей. У большинства отсутствует здравый смысл. Сарасву ведь прав. Особенно те, кто принимает решения, сейчас глупее, чем раньше. По правительству видно, что Сарасву прав. Правда, парламент отражает глубинные слои народа. Новостная повестка отупляет нацию. Так и есть. Журналисты решили узнать мнение ученых. Профессор психологии Маркус Йокела из Хельсинского университета не стал подслащивать пилюлю. Сарасву в своих заявлениях совершенно прав, сказал профессор. Данные финских вооруженных сил неумолимы. Поколение 1978 года стало пиком, после которого интеллектуальная кривая IQ финского общества покатилась вниз. Аналогичная картина наблюдается в Норвегии, Дании и Великобритании. Эффект Флина, длительный рост IQ в 20 веке, официально приказал долго жить. Профессор Йокела говорит: за последние 20 лет финские школьники потеряли в навыках математики примерно 1,5 учебных года. Финны буквально откатились назад. Это видно и в результатах ПИСА. Финляндия свалилась с первого места в мире до среднего уровня по ОЭСР. Некоторые считают это национальной катастрофой.
При этом механический счет еще кое-как держится, а вот языковое мышление, способность понимать сложные логические конструкции, пошло ко дну. Почему это происходит? Неужели во всем виноваты смартфоны? Профессора качают головами. Все гораздо тоньше и печальнее. Мы создали мир, который не требует от нас усилий. Профессор Йокела приводит в пример современные детские книги. Если сравнить старые издания Астрид Линдгрен с нынешними книгами, написанными на упрощенном финском, то между ними пропасть. Словарный запас сокращен, сложные предложения кастрированы. Интересно, уровень Эллочки-людоедки уже достигнут? Эллочка Щукина легко обходилась 30 словами. Мозг детей питается интеллектуальным пюре, а потом они не могут проживать взрослую пищу классической литературы. Профессор образования и обучения Мария Паулина Вайникайнен из университета Тампере отмечает, что ценность образования в глазах молодежи упала. Если раньше школа была социальным лифтом и местом приобретения знаний, то теперь это место, где прикольно проводить время. Тесты ПИСА больше не вызывают у учеников трепета, а они просто забивают на них, потому что результат ни на что не влияет. Мотивация испарилась, оставив после себя пустоту и клиповое мышление. Ирония ситуации в том, что мы живем в эпоху максимального доступа к информации, но используем этот доступ, чтобы окончательно разучиться думать. Цифровые устройства создают иллюзию всезнания. Зачем тренировать память или логику, если Google все помнит? Профессор Вайникайнен подчеркивает, критическое мышление становится важнее с развитием технологий, но именно оно страдает первым. Люди превращаются в операторов кнопок, не понимающих, что происходит. Люди фрагментированы, а мысли юзеров – это набор тегов, а не связанный текст. Итак, диагноз поставлен. Финляндия, некогда образовательный рай, медленно, но верно погружается в сумерки упрощения. Мы стали заложниками собственного комфорта. Как заметил профессор Йокела, уровень работы самого железа, то есть мозга, вероятно, не изменился, но мы перестали его нагружать. Мозг – это мышца, и в Финляндии она, похоже, сильно ослабла. Ну что же нам остается? Надеяться, что осознание проблемы – это первый шаг к излечению? Или просто привыкать к мысли, что будущее поколение будут общаться исключительно смайликами, потому что грамотное письмо – это слишком сложно и агрессивно. Яри Сарасву может и рисковат по форме, но прав по содержанию. Человечество глупеет. И самое печальное в этом не сам факт, а то, с каким олимпийским спокойствием мы это принимаем. Кстати, если вы досмотрели до этого момента, поздравляю! Вы новая интеллектуальная аристократия. Вы еще умеете воспринимать длинные тексты. Берегите этот навык. Скоро он станет элитарным. Мурзик, ставь лайк. Вот так, молодец. В своем интервью Яри Сарасву упомянул и плохие навыки математики на уровне институтов. Mutta sitten tuottavuus on trendinomaisesti laahannut. Meillä on vaikeuksia rahoittaa se hyvinvointilupaus, mikä on annettu. Siis on matemaattinen fakta, että meillä ei ole varaa siihen hyvinvointiin, jota me tuhlaillen ihmisille passivoivasti ja syrjäyttävästi syydämme. Noin, se on matematiikkaa. Согласно отчету Госказначейства Финляндии за 2025 год и бюджетным планам на 2026 год, расходы только на выплату процентов по госдолгу закрепились на отметке более 3 миллиардов евро в год. Если ставки не упадут, а долг продолжит прирастать по 13 миллиардов в год, то 4-5 миллиардов евро на обслуживание долга станет реальностью уже к концу десятилетия. Несмотря на явную невозможность свести дебет и кредит госфинансов, со всех сторон стоит крик о том, что социалку резать нельзя. Потребность в пособии по обеспечению прожиточного минимума значительно выросла этой весной во многих регионах благополучия. В разных регионах фиксируется рост заявок, особенно на дополнительные выплаты. В Хельсинки расходы на базовое пособие по обеспечению прожиточного минимума, который выдает Кела, выросли за прошлый год на 24%. А расходы на надбавки, которые предоставляются с городской казны,
на 7%. Представительница муниципалитета Хельсинки Лена Лухтасела говорит прямо: ситуация пугает. Разумеется, ситуация серьезная. В статье есть деталь, которая бросилась в глаза не только мне. Цитата. В Хельсинки расходы на поддержку переездов и уборки выросли за год на 34%. Что? Да эти прекрасные люди живут при коммунизме. От каждого по способностям, каждому по потребностям. И вместо того, чтобы выдать этим утомленным нарзанным гражданам ведро и швабру, Хельсинки выделил еще 1 000 000 евро на дополнительные превентивные пособия и нанял 7 новых сотрудников. Диво дивное, насколько разрослись эти социальные плюшки и пряники. Выстроена система, где быть клиентом соцслужб выгодно и комфортно. Пока соцслужбы регионов наращивают бюджеты для выплаты пособий, центральное правительство Финляндии инициирует сокращение социальных трат на 100 миллионов евро, потому что, как заявил министр соцздрава Финляндии Вилли Рydman, госдолг стремительно растет. В планах правительства повышение платы за уход за пожилыми людьми, ликвидация ряда реабилитационных программ и оптимизация рабочих процессов в социальных службах. Около 10 тысяч детей планируется перевести из системы защиты детей в более гибкую категорию социального обслуживания. Министр Рydman подчеркивает, что эти меры – критически важная часть стратегии по стабилизации государственных финансов. В условиях экономического давления правительство делает ставку на эффективность, даже если это требует пересмотра привычных стандартов социального обеспечения. Проект предложения направлен на обсуждение. Ну и в завершение, заглянув в концертный зал в Лахте, британский дирижер Мэтью Холлс случайно выбил из рук солистки Элины Вахела редкую скрипку стоимостью 1 000 000 евро. Скрипка работы Джованни Баттиста Гваданини 1780 года со стуком упала на пол, скрипачка схватилась за голову и закрыла лицо руками. Случилась пауза. Потом солистка подняла инструмент, и концерт продолжился. А на этом я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!